Всем доброе утро, с вами Ирина Калинина. И наконец-то я выбралась в Гриву и решила таки записать ролик в формате ежедневник. Давненько мы с вами не общались, давненько не слышались. Нашла буквально пару минут. Сейчас прошла тут куча людей, детей, было громко, слышно. Только что спустилась с нашей Николаевской сопки. Ветер вот такой, у меня волосы были просто дыбом. Вот такая у меня сегодня веселенькая шапочка. Что я хотела сегодня вам сказать, да? Во-первых, мне хочется поделиться с вами, как я сама восстанавливаюсь после ковида. Ну, например, вот мне не очень там, допустим, повезло поехать потом и реабилитироваться в санаторий или еще куда-то. Ну, просто не было ни возможности, не предложил никто, ну и как-то так, да. То есть я как восстанавливаюсь сама. Естественно, ежедневные привычки, которые у меня были, это тибетская гормональная гимнастика, которая меня поддерживает ежедневно, да. Про эту гимнастику вы знаете, ссылки под видео будут, если интересно, посмотрите, зададите вопросы. Затем я принимаю каждый день витамины. Это поддерживающий витамин D3, капельку я в день продолжаю употреблять. Омегу-3 я уже курс пропила, сейчас я пью просто женские витамины. И так как все-таки такой, вы знаете, получился после ковидный такой синдром, знаете, потеря кратковременной памяти. Причем не у одной меня, я разговариваю со своими там друзьями, они тоже отслеживают этот момент. Ну, пока вот я подключила глицин с витамином В. Ну и как-то так все навалилось, что как это синдром 1 сентября, все нужно было на работе туда-сюда, и я отследила действительно, что кратковременная память, она прям вот раз, и как будто ты не помнишь, ты это делал или ты это не делал. Вот напишите, пожалуйста, да, в своих комментариях, есть ли у вас такое, и что вы делаете, потому что это крайне важно. Люди читают, люди пишут и спрашивают, если у вас есть действительно хороший результат, пожалуйста, делитесь. Я вот пока подключила вот эти витамины, ну и немножко полегче. Что еще я отследила после того, как вот переболела, да, коронавирусной инфекцией, что изменился запах тела. Для меня это опять-таки какой-то, знаете, инсайт, я бы хотела сказать, такой сюрприз. То есть вроде все вот так, а запах тела изменился. Я, конечно, грешным делом думаю, что, может быть, это какие-то, ну, да, там, ближе к климаксу, там, еще что-то, но думаю, что нет. Думаю, что все-таки это связано с этим моментом. Напишите тоже, пожалуйста, у кого-то бывало такое, именно те, кто переболел. Понятное дело, что октябрь нам подарил в нашем городе Красноярске, в Сибири, вот прямо неделю тепла, еще пока тепло продолжается, и мы быстренько выбегаем на улицу, вот, дышать. Правда, когда тут у нас было тепло, 12-13 градусов тепла, стоял жуткий смог, дышать-то особо на улицу было нечем. Но сегодня ветер, и тихо и спокойно, и поэтому я уже побежала сюда. С утра я уже успела сделать активные практики, да, новое то, что приобретение. Я делилась с вами в видео, это МФР, миофасциальный релиз с помощью ролла. Я сейчас, стараюсь включать его через день пока что, разминая свои мышцы, потому что я и сама тренируюсь, ну и как бы нужно напряжение это разбивать. Очень много точек, тех, которые вот в теле болезненные, но это прекрасный такой тренажер, который в любой момент вы можете вот сами воспользоваться и снять это напряжение. Если нет возможности, да, вот на массаж тратить большие деньги, один раз на этот тренажер потратили и потихонечку мышцы себе разминаете, да, то есть расслабляйте не только мышцы, но и фасции. Очень много роликов есть на ютубе. Я тоже планирую снять ролик, как это делать. Сама сейчас погружаюсь в этот процесс, изучаю, ну и, так скажем, даже
15 минут работы с этим роллом уже ощущение, что мышцы расслабились, они вот как будто после глубокой хорошей растяжки. Это действительно факт, так и есть. А какие еще моменты? Ну, я, то есть, стараюсь все-таки делать витаминотерапию, подключила чаи, вот травяные, они, в принципе, и были в моей жизни, но от кофе пока, к сожалению, отказаться не могу. Но вот витаминную терапию я подключила. Духовные практики обязательно. Затем, какие еще моменты? Важно проводить релаксацию, вот прямо чтобы тело отдыхало. Если даже вы не погружаетесь в сон, хотя бы дарите себе 5-10 минут для релаксации. Если вы все время будете в тонусе, будете в напряжении, это тоже не будет способствовать вашему восстановлению. А так как ковид такая инфекция, которая все-таки проходит и задевает наш мозг, важно, чтобы у нас шло расслабление и самовосстановление через релаксацию, через мышечную релаксацию. В плейлистах у меня это тоже есть, если хотите воспользоваться и посмотреть. Можете использовать других авторов, тех, которые вам нравятся. Ну а здесь все активнее и активнее. Посмотрите, какой чудесный лес, да, это сосны, вообще просто шикарные. Мне очень нравится. Вот солнце посветило, теперь у меня засветилось лицо. Что еще? Какие вот за этот весь момент продолжаю я использовать? Я сейчас подключила не только маски для лица, да, ну вот которые вот делаем ложечный массаж, там такой интересный есть. И сейчас я еще изучаю, забыла, как это называется, техника, попозже вспомню, прямо смотрю, это разминать мышцы лица через ротовую полость изнутри. Очень аккуратно, потому что там у нас тоже есть очень интересные места. Это, конечно, информация больше для дам, для девочек, для девушек, для наших барышень, для сударынь, потому что когда у нас все вот это вот дело обвисает, мы не только работаем сверху, но и изнутри, чтобы расслаблять мышцу. И напоминаю, да, то есть я уже рассказывала, сейчас с рюкзачком стою. У нас есть такая тенденция, я обратила внимание на наших молодых девушек, особенно те, которые высокие. Уже вот это вот, знаете, шея вот так вот вперед выдвинута, потому что мы смотрим в куда? Мы смотрим правильно в телефон. И вот тенденция вдовий горб, так называемый, она уже возникает у наших молодых девушек. Это крайне некрасиво. Исправлять потом крайне тяжело, поэтому все время стараемся выправлять осаночку, возле стеночки хотя бы стоять. И как только выдвигаете шею вперед, это значит, вы способствуете развитию этого, ну, так скажем, эффекта вдовий горб. Никому он абсолютно не нужен. И если вы не будете выстраивать свою правильную осанку, что бы вы ни делали с лицом, оно обратно у вас будет съезжать, возникать двойной подбородок и вот эти брыли. В общем, такой у меня получился ролик буквально обо всем. Мы поговорили с вами и о витаминах, и о ковиде, о восстановлении, ну и немножко, конечно же, о нашей женской красоте. Еще раз подписывайтесь на мой канал. Если было интересно, ставьте лайк. Я очень, правда, жду ваших комментариев. Еще раз, пожалуйста, если есть чем поделиться, как восстанавливать память, как вы восстанавливаете, может быть, какие-то пьете травки. Это действительно помогает. Ну, кроме упражнений, да, пальчиковая гимнастика, вот такие вот простые вещи. Это мы делаем, да. Можете, кстати, делать, мне очень нравится, фигушка и класс, да, вот так вот. И вы меняете, да. Это, конечно же, пальчиковая гимнастика, она нам помогает концентрироваться и так далее. Вот, тогда пишите, да, и буду очень благодарна, если вы поставите лайк моему видео. С вами была еще раз Ирина Калинина, инструктор по адаптивной физкультуре. До новых встреч, пока-пока. Всем здоровья, счастья, блага. Пока-пока.